Привет! Это простой обзор проекта Cloud System. Я покажу самую простую сцену. Эта сцена по умолчанию, она не содержит никаких анимаций и является базовой для всех остальных сцен в проекте. Мы можем открыть двойной вид, и так мы видим проект сверху. 12 облаков расположены перед камерой. Анимации здесь нет. Сцена состоит из нескольких слоев. Главные слои в сцене — это Scene Settings and Scene Animator. Scene Animator содержит 3 эффекта. Эти эффекты помогают анимировать все облака в движении. Вот движение по координате X. Анимируя этот параметр, мы двигаем все облака вместе по X оси. Также работают остальные два эффекта, только по другим осям. Второй важный слой — это Scene Settings. Здесь содержатся все управляющие эффекты, позволяющие настраивать цвет сцены, настройку направления освещения и также переходов из одного состояния в другое, например, по освещению. Первые 7 эффектов позволяют настраивать цвет. 5 эффектов для настройки цвета облаков от самого яркого до самого темного оттенка. 2 цвета для настройки атмосферы. Тоже яркий и темный оттенок. Вот сейчас мы видим у нас настройки дневных облаков стандартные. В проекте содержится специальная таблица. Она содержит цветовые настройки для разных типов облаков. Всего 12 образцов. Например, можем повторить вот эту сцену. Возьмем наши эффекты и скопируем цвета из сцены. Чтобы настроить фон, собственно, неба, откроем Environment Map. И также в настройках Gradient Ramp скопируем 2 основных цвета с неба. Теперь мы можем видеть, что наша сцена стала повторять сцену из примера. За исключением направления освещения. В сцене оно по умолчанию сверху вниз идет, а здесь оно боковое. Найдем эти эффекты, опять же, в этом слое Scene Settings. За направление освещения отвечают 4 эффекта. Один из них должен быть равен 100. Это делает непрозрачной то изображение облака, которое отвечает за определенное направление света. Если все будут нулю равны 4 эффекта, мы ничего не будем видеть. Вот покажу пример.
пример 100%. Контрсвет 100% боковой свет и 100% фронтальный свет и немного с другой стороны. Естественно, мы можем анимировать переход от одного света, от одного типа освещения к другому, но лучше использовать для этого не основной эффект прозрачности, потому что это будет грубый бленд, а специальные эффекты для бленда из одного состояния в другое. Они называются Blend Tool и содержат название направление света, в которое они блендят. Сейчас у нас включен фронтальный эффект, и мы будем блендить в топ освещение. Для этого анимируем этот слайдер от 0 до за 1 секунду до 100. Мы видим, у нас изменилась сцена. Если мы запустим рендер, рендер достаточно долгий, потому что исходный размер файлов очень большой. Размер каждого облака 4500 на 3000 пикселей. Если вы хотите ускорить просчет, можете просто уменьшить размер исходных файлов. Естественно, также можно анимировать изменение цвета или изменение цвета неба, движение камеры, движение облаков, все, что захотите. Посмотрим на результат. Естественно, это не настоящее смещение света, как в 3D сцене, но и затраты в рендере значительно меньше. Все это делается очень быстро. Такая сцена в 3D заняла бы несколько дней просчет. В случае, если это делать медленно, это может пригодиться где угодно. Давайте отменим анимацию бленда. Или изменим, например, анимацию с боковой стороны на backlight. Мы видим, что бленд происходит, естественно, достаточно грубо. Тут ничего не поделаешь. Реальное изменение света в объемных облаках делать гораздо сложнее. Вот мы видим результат уже буквально меньше, чем через минуту. Смотрится все это значительно эффектнее, если к изменению направления света добавить изменение цвета облаков и цвета фона. Но это я покажу в другом видео.
движение камеры. Можно показать движение камеры прямо сейчас. Вот наша камера. Смотрите на изменения. Все облака у нас находятся как 3D слой сделаны, поэтому мы можем достаточно спокойно анимировать камеру, двигать ее вперед, назад, вверх. На облаках настроена авторотация по направлению камеры, чтобы мы не видели сильных искажений облаков. Вот мы отдаляем камеру далеко, и облака исчезают. В скриптах предусмотрена такая возможность, чтобы иметь возможность создавать много облаков и при этом не захламлять полностью всю сцену. За исчезание облаков, когда они удаляются от камеры, отвечают параметры опасти Ctrl-Min и Ctrl-Max. Сейчас у них стоят вот такие параметры. Естественно, их можно менять или анимировать при желании. А также есть еще два параметра, которые отвечают за проявление эффекта атмосферы вблизи или в отдалении камеры. Сейчас стоят параметры от 3000 до 10 тысяч. То есть на расстоянии 10 тысяч облака полностью приобретают оттенок, указанный в этих двух эффектах. Это сделано, чтобы задать нормальное атмосферное изменение объекта, затенение при удалении от камеры. Без него нельзя сделать нормально выглядящую сцену с облаками. Также можно спокойно копировать все облака внутри сцены. Они также продолжат работу. То есть вот я скопировал облако и разместил его в новом месте. Как видим, на него действует эффект сразу и атмосферы, и прозрачности. Все, он уже готов к работе. То есть всю сцену можно менять на ходу. Любое передвижение объектов не нарушает функционал сцены. За одним исключением нужно следить о расстояниях между облаками при включенном автоориентировании, чтобы они не пересекались друг с другом во время движения камеры. Тогда могут появиться резкие края. Ну, с самой простой сценой на этом закончено.